Месяц без Инстаграма или месяц без секса? Periods? How do you handle the periods? For me, it's very bad. What do you think about Arena? Каролин Гарсия любезно согласилась подвести. А если я забеременею, типа, вы что, будете с другими работать? Светские беседы. Хотя бы резинка делает толщину. Вы были та самая группа поддержки. Бойс, да. Не судите, не судите. Откуда идет? Что тебе Арина дала как человек? И что ты дал Арине, чему она научилась благодаря работе с тобой? Мы делали блиц, и вариант был месяц без Инстаграма или месяц без секса. Конечно, месяц без секса. И я сижу такая, думаю, так, кого не обижать? Думаю, ну, наверное, лучше месяц без Инстаграма. Антон, месяц без Инстаграма или месяц без... Аристократка, Хотя- Да, очень, да, Слушай, очень ну высоких понятий. он же редко бывает дома, поэтому он скажет спокойно месяц без... Но левую руку я не предам. Опять-таки, возвращаемся к Ангелину, прости. Уже 4-й раз за эту съемку. Почему я говорю? Ангелин, прости. Да, кстати. Да зачем 2 раза? Зачем? Объясни мне, пожалуйста. Ты подумай, на кого ты поднимаешь свою резинку. Да, я. По-братски. Давайте, работайте. Не отвлекайтесь. Как говорил Хабиб. Арина, с кем ты в детстве фотографировалась? Или хотела с кем-то сфоткаться? Ни с кем. Никогда ни с кем? Даже со звездами Я кино очень- там или сериалов? Не, вообще была какая-то такая вот не от мира сила. Не, ну есть такие. Ну, я была неловкой, некомфортной. А, в этом плане? Как будто бы я сама себя унижала, подбегая, фоткаясь. В общем, мне было некомфортно. Вот видишь, а теперь ты добилась того, что все к тебе. Не, я просто была немножко не от мира сила, наверное. Дорогие зрители, сейчас хочу вас познакомить с человеком, благодаря которому стала вообще моя поездка в Абу-Даби на этот турнир. Возможно, это, в буквальном смысле спонсор этой поездки, которого я знаю с самого детства, это Александр Васильевич Каскевич, владелец компании «Спектр», которая работает на территории Гродненской области. Ну и, в принципе, эту компанию знают во всей Республике Беларусь. И Александр Васильевич в городе Скиделе, это небольшой городок, построил очень крутой теннисный комплекс, который планируется расширяться в ближайшее время. И там планируется, в принципе, настоящая огромная теннисная база, можно так сказать. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, что она из себя будет представлять? Ну, во-первых, и что уже из себя да, представляет? Паша, во-первых, не владелец, а совладелец. Мы с моим компаньоном Андреем Гриневецким все делаем. Так что эта поездка тоже спонсируется компанией «Спектр». Идея построить теннисные корты в Скиделе, она уже давно витала в воздухе. 10 лет назад мы построили первый корт частный, мы начали играть, окружение все начало играть. И со временем мы как-то вовлеклись в теннис, окружение вовлеклось, дети начали играть. Мы начали ездить на турниры, познакомились с ребятами из минских клубов. И на сегодняшний день у нас уже работает 4 теннисных открытых корта «Искусственная трава», 2 корта крытых «Харда», тренажерный зал. В ближайшее время будет вводиться в эксплуатацию гостиница на 6 номеров на берегу реки, кафе, пункт питания опять же, для турниров, для сборов детских. Вот. И зал йога, пилаты, танцы, большой зал, где-то 150 квадратных метров. И сейчас мы приступили к стройке еще 3 грунтовых кортов, в перспективе их будет 6. Вот. Ну и совсем в дальней перспективе мы хотим еще 2 крытых корта, чтобы уже там закрыть полностью пакетом решений. Расскажите, пожалуйста, вот как представитель, скажем так, любительского тенниса, как один из его двигателей, маховиков, за что вы так сильно любите теннис? Чем вам нравится эта игра? Ну, на самом деле, да, эта история произошла в 2009 году, когда мы ездили на острова Зеленого мыса дайвингом и подводной охотой я занимался, и на территории отеля был теннисный корт. Из 20 человек 19 умело играть, ну, я был 20-м, который не умел играть, но первый раз взял в руки ракетку. Мне это очень понравилось. Теннис – это действительно моя игра. Это игра очень высокотехнологичная. Это игра не просто, где нужна просто физическая подготовка. Здесь нужно думать головой. Это шахматы своеобразные.
на корте. Когда большие команды, футбол, волейбол, я очень люблю эти виды спорта и уважаю, но когда все-таки от тебя зависит 1/10, когда 10 игроков в команде, да, а здесь в теннисе тут либо 100%, если это одиночка, от тебя все зависит на корте, либо вы вдвоем 50/50 уже. Вот. Тут уже и слаженность с партнером. Тут сошлось все в этом виде спорта, что мне нравится. В этом году вы были на Australian Open, вы поддерживали Арину Соболенко, вы были вот та самая группа поддержки. Арина Бойс, да. Да, Арина Бойс, которую прозвали в прессе, в том числе международной. На вас обращали много внимания. Расскажите, как часто вы путешествуете за Ариной? На какие турниры вы уже приезжали? На какие планируете в новом сезоне приехать? Судьба свела нас когда-то с Андреем Василевским, который один из членов команды Арины Соболенко. Вот. Благодаря нашей дружбе Андрей приглашает нам, рассказывает про графики передвижения. Это все очень интересно, и мы стали ездить. Я уже 2 раза посещал Ролан-Гаррос. Мы были на турнире в Мадриде, поддерживали Арину. Да, мы добрались и до Австралии, и нам посчастливилось, когда Арина 2-й год подряд выиграла этот турнир, и когда мы вместе с ней праздновали держать в руках этот кубок, это просто что-то невероятное, это такие ощущения непередаваемые, это на всю жизнь воспоминания. Вот. С Ариной буквально вчера мы ей пожелали и будем надеяться, что будет 3-й Australian Open. Мы совмещаем приятное с полезным. Мы путешествуем, это и отдых, и разнообразные экскурсии. И понятно, что теннис — это как бы уже краеугольный камень. Это якорь такой, ради чего мы ездим. Ну, а лично от себя, Александр Васильевич, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что воплотили мою мечту в реальность. Благодаря вашей поддержке я увидел топовых теннисистов, я увидел Ника Кириуса, героя моей дипломной работы в жизни, и в принципе вижу сейчас всю элиту большого тенниса. Это, конечно, невероятное впечатление, так что спасибо вам огромное за эту возможность. Это максимально круто. И я уверен, что спектр и теннисный комплекс, который эта компания построила и будет продолжать строить в Скиделе, будет развиваться, потому что я из Скиделя, и это, конечно, это сказка. Для Паша, такого маленького города. Один из первых тренеров моих, кстати. Да. Это просто сказка. Для такого маленького города такое построить, это здорово. Так что и за это тоже вам огромное спасибо. Да. Все, а теперь пойдем смотреть теннис. Да. Светские беседы. Отбор на камеру. Тут не разрешают уже с камерой. Почему? Ну, потому что там уже права принадлежат броудкастерам, так называемым. Если ты скажешь, что ты в моей команде, что моя команда не имеет права? Я не знаю, мы так не пробовали. Мы просто пытались пройти, нам сказали... Попробуй, скажи, что типа контент-креатор Соболенко. Окей. Мне кажется, даже... Звучит, кстати, круто. Я поставлю в шапке профиля в инсте. Контент-креатор. Ну и дату укажу, с какого по какое. Но это в резюме, конечно, строчка крутая. Не, тогда мне придется тебя поюзать для каких-нибудь крутых роликов. Блин, Как найти на все время? Столько планов. Я не знаю, как ты будешь это монтировать. Ну, придется посидеть. Несколько видео придется. Ну, То, либо... что мало в кадре, то, что нет. Ну это тебе отдельно, да, то, что Это мне нет? отдельно скидывай. Хорошо. Арин, тебе нравится, когда тебя объявляют прям Арина? Или спокойно? Ну, это смешно, когда... Как на боксерский, да? Ринг? Да. Окей. Еще надо повесить перчатки. The one, the only. Антон, за счет чего Жасмин такую силу аккумулирует? Она же вообще крошка уже. Ее ног. Ноги мощные. Надо отвлекам видеть. Комплектация. У нее комплектация. Низкая. Полный пакет. М-пакет.
Андрей, а ты ходил на НБА? И как? Прикольно. Очень прикольно. А на какой матч? Так, я ходил в Далласе против Маверикса. Даллас Маверикс играли против... Нет, подожди, Даллас Старс. Тогда Маверикс... Не помню, с кем они играли, но мне очень запомнился этот грек, как его, Giannis. Он еще Гианнис тогда был- Адетокомбо. Он еще тогда был молодой. Милуоки Бакс, это он вроде бы оттуда. Сейчас он, да, но он раньше играл... он был. Они против них играли. И я еще достал Новицкого, он последний сезон играл. Да ладно. То ли 18, то ли 19 год. Очень прикольно было. Ну и в Майами, конечно. В Майами там мы на матче 3-4 Блин, ходили. топ. Просто сейчас так музыка заиграла громко, и я так почувствовал себя на НБА. На баскетболе. Да, Будешь в Майами. Приходи. спасибо. Well, Sabalenka, I feel like everyone that's been dedicating a song has been doing well. Which song do you want the DJ to play for you to hype you up? Oh, wow. I don't know anything energetic. Пока Паблисио занимается скидыванием балласта, расскажу, как мы с Джейсоном, у нас есть традиция, мы после турнира в Цинциннати в Нью-Йорк на машине ездим. Вам, конечно же, всем интересно, но это где-то часов 10-11, мы с ним берем тачку и по хайвею прям до Нью-Йорка вдвоем обсуждать все насущные дела. Такая вот одна из наших традиций. И обязательно остановиться на мороженое. Короче, Антон, это самое... Завтра с Лигой, тогда в 11:30 они хотят поиграть, довольно интенсивную тренировку. Скажи, что ты думаешь? Ну, может быть, имело бы смысл поиграть. Слушай, в 11:30 поздновато. Узнай про 11, и можем с 11 до 12:30, тогда будет окей. Ну да, чтобы еще вернуться успеть. Хорошо, я тогда сейчас напишу, спрошу на 11. Если тогда все будет с их стороны, тогда в 11 потренируемся. Все? Good. Давай. Ну, хорошо, все, давай. Я еще вот на протяжении всего время пребывания с тобой обращал внимание на твою заставку на телефоне. А можешь показать, пожалуйста? Сейчас посмотрим по уведомлениям. Да, чтобы там не было нюцев всяких фанатов. А я их убрал. Вот. Расскажи, пожалуйста, почему вот эта история у тебя на заставке, она тебя как-то мотивирует, и вообще расскажи, в чем тут суть. Она, наверное, показывает базу, в том плане, что люди иногда фокусируются не на тех вещах и ищут что они ищут? Ищут ответы там, где их нет. Здоровье – это 80% еда, 20% это упражнения. То есть люди могут очень сильно увлекаться, заниматься в зале, при этом кушая, не знаю, в Макдональдсе. Вопрос в wellness, как бы благосостояние, это там неплохо видно, это привычки, а потом уже математика. Счастье — это именно 80% надо понимать, как бы для чего оно. То есть у тебя может быть какая-то причина, почему, и только 20% это потому, что это смешно. То есть у тебя сама причина, понял. она тебя может радость вызывать. Да, так это то же самое, как с путешествиями. Ты как бы в голове такой знаешь, что поеду вот туда-то. Да, то есть тебя не Эйфелева башня завлекает, а то, что сама путешествие какое-то. Вот, да. То есть достижение, то есть как бы ты слушаешь 80%, 20% говоришь. Развитие, да? Импрувмент. Да. То есть это упорство, может быть, дисциплина, и 20% это идея. То есть одной идеей ты не сможешь вывести, тебе нужна дисциплина. Обучение, что узнавание, 80% это понимание, почему, как бы understanding. Потому что ты читаешь, потому что тебе нужно быть хирургом, а ты читаешь, потому что ты хочешь быть, условно говоря, хирургом. То есть как бы, разные у тебя смыслы в этом. И последнее. Ну и отношения, то есть любые взаимоотношения, скажем, только отношения могут быть любые, и дружеские, и романтические. Ты всегда должен отдавать. Я в этом согласен, то, что в любых взаимоотношениях ты не должен ждать адекватного взамен. Ну, и в том плане, что ты не должен ждать то, что тебе будут отдавать столько же, сколько ты отдаешь. Для того, чтобы делать свою работу хорошо, старайся настраиваться, отдавать больше и не жди взамен ничего. Тогда ты будешь действительно хорош.
Я думал, что вчера был заключительный день съемок, но потом, перед тем, как Арина вышла на корт и сыграла свой матч, к ней подошла Ига Швентек и спрашивает: а вы не хотите ли со мной завтра потренироваться? Ну и в итоге получается так, что сейчас я иду снова в гостиницу к Антону, и оттуда мы направимся опять же на открытые корты профессионального турнира в Абу-Даби, и там Арина Соболенко с Игой Швентек проведут, по словам Антона, достаточно интенсивную тренировку. Я это покажу, возможно, мне даже удастся поговорить немножко с Игой и спросить там, ну, буквально 3 вопроса, если она будет не против. Представьте себе вопрос: Ига, что ты думаешь про Арину, об Арине Соболенко? И этот вопрос я буду задавать прямо рядом с Ариной Соболенко. То есть Ига прям вот перед Ариной ответит на этот вопрос. Ну это же вообще просто... Мечта. Хочу сказать огромное спасибо моим друзьям из marental.by. Это компания, которая предоставляет профессиональную фото-видеотехнику в аренду. У ребят есть офисы в Варшаве, в Минске, в Москве. И если ваша задача, к примеру, снять видео про своего кота, либо же снять профессиональное, полноценное, полнометражное кино, вообще без всяких вопросов обращайтесь к ним, потому что, ну, у них огромный выбор оборудования. Действительно, вот Polaroid, на которого просто можно вот поделать снимки Дота, Мари, Астеры, всякие коляски, в общем, все, что нужно для съемки профессионального, качественного, крутого видеоконтента. Ну и огромное спасибо отдельно Андрею Ивашко и Диме Стельмаху. Ребят, спасибо большое, что снабдили меня объективом, звуком, батарейками, флешками. Прям от души. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что не подвел. Не подвел, контент вам нравится. Ссылочку на marental.by оставляю в описании под этим видео. Короче, остановились на светофоре. Подъезжает к нам такая Ига. И она даже не обращает внимания на команду Арины. Сейчас у тебя есть возможность вылезти и помахать ей. Да нет. Давай, прям. Нет, она и так думает, что какой-то дебил. Ты так делаешь, смотри. Слушай, ну так а что уже? Где самая вкусная еда? Вот вы путешествуете по всем континентам. Спасибо, Антон, что просто обрубаешь иногда на корню вообще весь. Так это правда. Ажиотаж. У Арины в Майами вопросы. Угу. Просто невероятно. Правда? Да. И это тоже мы должны. В контракте прописано. В контракте прописано. Это первое. Это правда, что в Америке отстой еда? Ну, прям ужасно. А в Европе? Еще хуже. Только Арина хорошо готовит. Вот, смотри, кто My friends. Вот, хорошо. Ох, что эти девчонки, да? Веселятся, да? Не, ну, Андрей, ты, конечно, твоя энергетика, это что-то с чем-то. Я стараюсь. Ты просто, ну, из тебя пестрит все. Спасибо большое. Прям сразу сердце. У меня тортик уже здесь таким запасом. Если меня уволить, я еще год буду спокойно без еды. Самый главный тейк этого интервью от Антона — это то, что работа тренера, она временная. Блин, ты бы видел этот Нет, это тогда, вот это уже сериал. Разговор, когда Просто Арина такая: про а двух- если я забеременею, типа, вы что, будете с другими работать? И мы такие... Знаешь, такая пауза, такая просто пауза, она такая: все понятно. Бросите меня, да, значит? Нет, Предатели. если я там когда-нибудь надумаю вот на этот вот, на эту авантюру. Авантюру. А это именно так и называется. А как еще это назвать? Это получается... He's taking... Let's talk about you. You have any questions? Подождите, да, пожалуйста. 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 Хорошо. Хорошо. Ну, пожалуйста. Сука, блядь. Пиздец, нахуй. Путан. Okay, what is this? Where am he has his TV... No, not TV channel, like a YouTube channel and Instagram, and he... It's like a blog. Commentate tennis matches, yeah, and he's doing like the inside of Arina Sabalenka. I know the inside pretty well. Ouch. Okay. So, yeah, you can ask her.
I can translate, если хочешь. Давыденко недавно сказал, что женщины не то чтобы недостойны, но не заслуживают равных призовых. So question is that Davydenko, you know, the Russian player, he said that girls are not deserve to be paid equal amount of money, like the prize money. But he thinks differently, that like we sacrifice much more. Like for example, like if we give a birth, we're out for like year and a half, if not two. So ты спрашиваешь ее мнение? Like what's your opinion? My opinion. Okay, my opinion. My opinion is okay. We have to. Что? Как он может такое My говорить? opinion is that we always have to accept that in sports was made long time ago for males. But that's long time ago. Okay, years she ago. is out from our podcast. I didn't finish. No, I agree. Long time ago, it was made for males. Like you start hundreds of years ago. But I think we're in another century right now, and sports and life has evolved so much. True. So for me, the sacrifice that a woman made, it's unbelievable. And it's not even that. I want to talk about tennis right now. The tennis in women's now, it's so entertaining. You can see like the person I have by my side serving 200 kilometers per hour, hitting faster than men. And you have like such You calling me a man or what right now? I'm calling you the best. And it's so much entertainment now in the women's Agree. tour. So I think it's pretty equal now. Okay, we have to agree that the men's level is always going to be higher just because of their physical abilities, this is right? That's But reality. it doesn't mean that women are not working the same way they. I believe that's my opinion. Yes, 100%. they do, That, and I think we deserve. I think we sacrifice much more than I agree. And okay, look, the Grand Slams, they play 5 sets. I agree they do more effort, maybe that. Yeah. But during the year, 90% of the year, we do the same things. The same. And giving birth, I mean, they will never do that. No, but even like 5 sets on the Grand Slams, like come on, like it just like physically we wouldn't be able to handle that. That's what I was gonna say. So- Periods? How do you handle the periods? For me, it's very bad. And of course, My own months is like roller coasters of emotions. But emotionals and pain. Yeah. And even for injuries. So Yes. there's a lot of things that I think we don't analyze in the moment Yes. that we say that it's not equal, it's equal. There's so many things involving in that. But going to the superficial thing, I think women's tennis, it's unbelievable right now. You can have a... If I would choose, I would go for women's because, like, first of all, you never know what's gonna happen, and it's like so much for more me, emotions. the question is, when you watch a movie, you want to know the end, how it's gonna finish, or you don't want to know it? Of course, you don't want to know course. it. So in women's tennis, you never know. In men's tennis, come you watch always us play. You never know what's gonna happen. But in men's tennis, you always know. Okay, Rafa, Djokovic, Roger. Yeah. So in women's, you never know what's gonna happen. And I hope you start losing, so it's more entertaining. So she is definitely out from our podcast. You couldn't say like, I wish you will continue winning, but the rest can. No. Or we both win all the time, so True, we make play it like finals. men's. I win finals, and we're good. 1-1. Well, it depends. You choose one, I choose one. Let's say like that. One year Which I one win you all of want? the Grand Slams, another year I'll give you. Perfect, all of them also. Yeah. So we both have the year slam. Imagine if after that it's gonna happen, they're gonna say that we're bad and whatever. True. No, never. No. We're gonna play for Forbidden. real. Yeah. But first year goes to me. Okay, what else? Paul, what do you think about Arina? Oh, I like this question. Arina, I think she's You're thinking too long. No, because I want to give the perfect answer. She's a woman with a very big heart, very kind and sweet, but also she has this. That's what I love the most, also from her. That she's good. like such a strong character, big personality, and a big fighter. So I really like, and I think she inspires me as a strong woman. That she's been through a lot. And she always finds a way, she always finds a way in tough moments. She always finds a way, and I think in tough moments it's where she have even more strength and more power. So knowing her from the inside and the outside, on court and off court, I think she's like a teddy bear, but also a tiger. So it's a combination that I feel a little bit
like her because I have a No, similar personality. that's what I always say. But, Like when people it's very inspiring ask me see to her. describe Paula, I always say she's just like me. The same. Whatever you think about me, she's the same. She's fun. She's not afraid to say what she thinks. Also, I love honest people. Yeah. And she's how it is. She's not fake. So it's nice. It's nice to have a girl. And then when he's gonna turn off the camera, you can actually keep filming. Little bit blur. But that's my opinion about her. We're the same. Oh, Thank you very much. Меня спасибо. Подгоняют уже. Я бы с вами час общался. Be limitless. Gracias. Always. Yes. Sí. Vamos. Vamos. This is nice. Nice. Арина, в какой момент у тебя кончается запал? Не на них, а вот запал на зрителей, которые подходят с автографом. Ну, то есть начинается день, в целом у тебя по энергии запас хороший. Но вот в какой момент ты такая уже, блин, ну надо давить себя? Как только берут камеру и подходят ближе, чем на метр. Метр есть. Да нет, Соблюдаю. У меня нет такого, на самом деле, что надо заканчивать. Я не люблю, когда подбегают и очень сильно как будто молят об этой фотографии, и я чувствую себя очень плохим человеком, который, ну, типа, не знаю, ну, мне некомфортно, когда вот прям вот так вот, пожалуйста, можно сфоткаться. Если просто подойти, можно сфоткаться, ну, все нормально, конечно, сфоткаюсь. Ну, то есть... Хорошо, я понял, Антон, что не надо больше задавать вопрос. Ты что, сказал, есть? Так еще один. Все, погнали. Ух, ё-моё. Пойдемте. Это было больно, тут же резинка толстая. Ты осторожно с такими высказываниями в нашей команде. Хорошо. Там у тебя какая-то толстая. Хотя бы резинка делает толщину. Спасибо. Ставлю на бойца в черной кепке. Ты не веришь в хозяйку? Что ты видишь мою невидимую черную кепку? Арина, тебе нравится, как они тебя называют, хозяйка? Обожаю. Обожаю. У меня еще плетка есть, тоже обожаю. Владелец этих человечков. Расскажи, пожалуйста, что тебе Арина дала как человек, чему ты у нее научился? И что ты, по твоему мнению, дал Арине, чему она научилась благодаря работе с тобой? Все, с чем меня поздравляют, это большая в этом часть, больше половины, это благодаря Арине, потому что она такой игрок, не потому что я ее такой сделал. Ее доверие позволило мне быть частью этого успеха. Вот это вот ее показатель, как ее дикое желание, эта мотивация, иногда такая может быть не то чтобы из ниоткуда, а как будто бы вот ты думаешь, блин, ну уже нет, как бы нету сил, либо что-то еще, а человек продолжает, ты такой, блин, это как бы вдохновляет. Вот. И как бы ты не можешь быть хуже, ты должен быть только лучше рядом. То есть ты в себе просто сразу же гасишь какую-либо слабость к чему-либо. Ты такой, наша задача как команды держать планку по факту. Эту планку задает Арина. То есть она нам своей работой вдохновляет эту планку только поднимать именно, знаешь, во всех аспектах. То есть ты можешь быть не самым лучшим там теннисистом, скажем так, и обыгрывать ее, но ты как бы своей отдачей, своей какой-то вот нахождением сил там, где у тебя их нету, то есть ты вот этим вот ты показываешь то, что ты готов к этому уровню, что ты на самом деле его можешь задавать. Потому что вот у нее сил много. И когда она видит то, что вокруг нее люди, которые как минимум не слабее в этом моменте, то, что вот прогрессировать, то, конечно же, она будет только еще больше раскрываться. Вот. И она как бы показала то, что не нужно, наверное, каких-то чудес, а нужно, наоборот, что-то такое более простое, но... Потому что не нужно думать то, что для того, чтобы стать кем-то великим, нужны какие-то чудеса. Нужно начинать с самой обычной базы и просто верить в свою работу и свой путь. Это будет такая основной посыл, то, что тебе не нужны чудесные повороты судьбы каждый раз. Потому что надо понимать, что да, для того, чтобы стать чемпионом, на твоей стороне должна быть удача. Но не удача тебя делает чемпионом, а то, что ты к этой удаче, условно говоря, готов. И если ты каждый раз готовишь, работаешь и
задаешь этот вот свой стандарт высокий, то ты всегда готов к любым возможностям. И уже вопрос, как ты ими пользуешься. Но если ты только ждешь удачу, то ты просто не готов. Угу. Вот. Это то, что тебе дала Арина. Да, мне кажется, от меня, возможно, она забрала момент, что всегда можно адаптироваться. То есть в любых ситуациях всегда можно адаптироваться и найти То есть она всегда была человек, который борется, да? Но я к тому, что всегда можно адаптироваться, что нет такого, что типа я борюсь, но вот как будто бы делаю одно и то же. То, что можно видоизменяться, можно переживать, и любое переживание и любой стресс – это не что-то из ряда вон плохое, а это норма для человека. То есть мы что-то испытываем, это значит, что я плохой человек. Если я кричу и ругаюсь матом, это значит, что я плохой человек. Просто я вот так это испытываю. И нормально. Типа я вот покричался, типа окей, все, пошли дальше. Если я на диете и захотел съесть шоколадку дико, и я ее съел, я неплохой человек. Главное, что я делаю после этого. То есть вопрос, что я делаю после этого, намного важнее. То есть если я сделал что-то не так, вопрос, как ты быстро вернешься, скажем так, на путь, который тебе нужен. И это будет важнее, чем пытаться переживать, что я сделал не так. И мне кажется, она стала в этом чуть получше. И в этом огромная большая заслуга еще, не только меня, а Джейсона тоже. То есть я бы сказал, что это вот общая картина, что типа вопрос, окей, что-то пошло не так, а что сделать для того, чтобы вернуться? Как бы она это делает сейчас лучше намного. What kind of questions are you? What do you think about Arina? What do you think about Arina? Oh, that's a tough one. What do you think about Arina? Well, I'll be diplomatic. No, I'm kidding. No, I mean, for sure. It's nice to have, such a great athlete as an opponent. Мы поиграем кроссом просто. We're both pushing each other, and we're both, creating some great entertainment sometimes when we're playing against each other. I think, we are something that WTA has been kind of missing for a while because we have this great rivalry, and we're, the fans are kind of excited every time they see us, both of us. So I think it's great that we play tennis so well and we can just push each other, and that's really helpful for sure in anybody's career to have an opponent like that. And what do you think about Sabalenka's team? Well, I think Arena's team is like one of the most professional I've seen, on tour. They're kind of taking care of everything. Similar to me, I would say. I think because of the people that we have around, we both can really progress and really become great athletes. And without them, for sure, it would be much tougher because we need, professional people and people with knowledge to guide us sometimes and show us what is right or wrong. So I think Arena's team is doing that really well, and they're, I think, supporting her, in any situation. So I think any tennis player needs that. So I'm happy that we both have this. Thank you. Хорош. Хорош. Мяч. Ребят, какие планы на 2025 год? Хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому... Вау. Это цитату ВКонтакте Арина прочитала. Да. В крестном отце. Что можете пожелать подписчикам и, в принципе, теннисным болельщикам в новом году? Не судите, не судите. Откуда эти цитаты? Когда ВКонтакте с утра просто залипал. Спасибо. Спасибо большое. Все, пока. Арин, пока! Спасибо вам еще раз за эту возможность. Пожалуйста. Ждите видео. Постараюсь смонтировать максимально быстро. Да, все, спасибо. Спасибо, да, большое. До свидания. Ой, Андрей, я там просто замялся что-то. Вы так сели все. Классно, уютно. Я такой думаю, а что спросить, что сказать? На самом деле я хотел вам сказать, что вы максимально крутые. Как команда и как вообще участники WTA-тура. За вами всегда очень круто наблюдать. И то, что вы делаете, это... Вы не осознаете всегда это. Но когда мы смотрим за этими достижениями, за этими победами,
Это, конечно, непередаваемые эмоции. И в том числе огромное вам спасибо, что вы нам эти эмоции дарите. И мы разделяем их вместе с вами во время побед. Спасибо, что приехал, снимал, покажешь. Теперь немножечко внутри команды. Я думаю, это довольно будет приятно. Это да. Ну, столько внутрика, которого никто не видит. Так что да, это возможность крутая, и надеюсь, что людям понравится. Да. Все, спасибо, хорошего вам сезона. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Лайки, комментарии, да, это да. Хорошо, все, рвите всех, побеждайте, а мы будем за вас болеть. Давай. Счастливо. Все, пока. Я не хочу уезжать. Is documentaries for Russia? Yeah, for Russian and Belarusian viewers. But I think I add English subtitle. Okay, nice. I know you record your podcast, yeah? Yeah, we do podcast. We want to do Arena, so you have to tell her. Ah. You have to tell her that our podcast is good. What do you think about Irina Sabalenka and she's team? I think it's really nice to see because they have been together for a quite long time now, and they have a very good vibe, and they are trying to obviously like work very hard on court, and she's always trying to improve her game and bring new things to her game style. But from the outside, it looks like they have good time and they are friends, and you can work hard and have fun and smile, and doesn't mean you're not gonna have great results. Almost the opposite, it looks like for Arina, so it's nice to see, and I think she's bringing a lot of positive energy to women's tennis lately. Where are the best place in France? I like, Annecy is very nice, but don't go in July or August because it's too packed. Then obviously south of France, and then around Biarritz and Bordeaux. After, if you like more mountain, go in the Alps, and that's already good. Paris is the ones to go, but I'm not a big fan anymore. Короче, там была проблема с выездом, была проблема с трансфером, и Каролин Гарсия любезно согласилась подвезти, так что спасибо ей огромное. Thank you very much. Of course, you're welcome. You're so beautiful. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Bye, guys. Bye. Все, ребята, на этом моя поездка подошла к концу. Сейчас иду в гостиницу собирать вещи. Буду выезжать в Дубай, оттуда в Минск, потому что из Абу-Даби в Минск не ходят прямые рейсы, только из Дубая. На самом деле впечатлений и эмоций настолько много, что я просто банально не успел их переварить и даже не знаю, что сейчас сказать. Вот я вышел с корта, думал, сейчас поеду на трансфере, а тут Каролин Гарсия на Порше со Штутгарта, которую она получила, просто останавливается и такая: ребят, может, нужна помощь? И все, согласилась подвезти. И я ехал и такой: о, офигеть, Каролин Гарсия, просто мне очень нравится ее теннис, и я много раз ее в эфире хвалил, и тут вот, как так, стечение обстоятельств такое. Вот, и она подвозит, мы с ней разговариваем. Она очень любезная, очень милая. И, от такого ты, конечно, просто пребываешь в каком-то восторге. Я вышел, меня сейчас немножко так аж потрясывает, что ли, я не знаю. Но адреналина, много. Придется много всего монтировать, очень много материала. Я даже не знаю, как из этого всего придумать формат, потому что я ехал, думал, будет просто интервью там на 1:40, да, как это обычно бывает. Но материала столько набрал, что, скорее всего, это будет документальный сериал на 4 минимум серии точно. Хотя, когда я сейчас это говорю, то вы уже все его посмотрели. Я очень благодарен Александру Васильевичу Каскевичу за то, что он проспонсировал эту поездку, сделал ее возможной. Еще раз хочу ему сказать огромное спасибо. Хочу сказать огромное спасибо Антону Дуброву за то, что он провел со мной все эти 3 дня, помогал во всем, с переездами, с трансфером, с питанием, все показывал, все объяснял, не отходил на меня ни на шаг практически. Андрею огромное спасибо, он такой простой, такой смешной. Вместо меня, в принципе, вся команда Арины очень смешная. Я сейчас, на самом деле, расплываюсь просто в счастье и от благодарности этим людям. Конечно же, Арине за то, что она, в принципе, то есть я опасался, что тренировочный процесс, матчи, да, это выставочно, но все-таки, может, Арина там где-то не согласится поговорить, может быть, совсем немножко внимания уделит. А тут она была прям готова идти в кадр, разговаривать и готова смотреть. Тут еще и Паула подключилась. В общем, на такой эксклюзив я 100% не рассчитывал. И я, как будто у меня сейчас, знаете, что-то священное в руке, и мне не хочется этого потерять, и с ним хочется сделать красоту, этот грааль как-то вот обрамить во что-то невероятное. И это буду делать, конечно же. Спасибо большое всем этим людям.
Спасибо моим родителям, спасибо жене, доченьке за то, что вы у меня есть. Вот такие эмоции, понимаете, насколько благодарности много сейчас всем важным для меня людям. По их причине это видео стало возможным. Самое большое спасибо я хочу сказать своему папе, который привил мне любовь к теннису, который практически сделал теннис моей работой. Да, я не играю, но я сейчас очень близок к нему с другой стороны, с медийной. И если бы папа не играл в детстве в теннис, и если бы меня не заразил этой любовью, я бы здесь сейчас перед камерой не стоял, и у меня бы не было сейчас теннисных друзей, у меня бы не было сейчас работы, грубо говоря. Поэтому, пап, тебе огромное спасибо за то, что ты есть, и за то, что ты мне привил эту любовь. Это был только первый выпуск большого интервью, вот такой мини-документалки. Я надеюсь, что этот формат вырастет в нечто большее и постоянное, что я буду делать больше таких видосов. Может быть, вы хотите какого-то еще героя видеть в будущем вот в таком формате. С кем бы вам хотелось увидеть похожее интервью, похожее видео. Всем теннис! С вами был Павел Кислый. До встречи в новых выпусках. С большой любовью. Пока-пока. Представим, что теннис – это какое-то живое существо, там, не знаю, человек, мужчина, женщина, неважно. Просто это он имеет какое-то живое воплощение. Если бы у тебя была возможность к нему обратиться и что-то сказать, что бы ты сказал теннису? Слушай, он любой спорт, просто у меня это был теннис, и есть теннис, он взращивает не только спортсмена, но и личность. Поэтому поблагодарить можно за эту возможность, которая тебе дается каждый день для личного роста. В любой момент. В плохой день, в хороший, у тебя всегда есть возможность для роста. В самые плохие дни она даже намного выше, чем в самые хорошие дни. Потому что ты, превозмогая эти невзгоды, ты растешь и становишься сильнее намного больше, чем в свои лучшие дни. Это факт. И ты потом, когда после... Почему говорят, что спорт, он полезен для духа, да? Типа, в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух, да. Что ты через физическую, ты воспитываешь моральную составляющую всегда. То есть ты, окей, сегодня я не чувствую удар справа. А что я могу сделать для того, чтобы сопернику было тяжело? И ты адаптируешься, ты ищешь варианты, и ты потом в жизни у тебя наступает какая-то ситуация, а ты к ней морально готов, потому что ты знаешь, что всегда есть возможность. Гарантий нету, но возможности есть. И твоя задача найти свои максимальные возможности. И только таким образом ты можешь расти и свои возможности увеличивать, а не так, что ждать какую-то определенную возможность, опять же, а ты к ней не готов, потому что ты это в себе не воспитывал. И когда тебе нужно включиться, условно говоря, потерпеть, так это называется, но это называется дисциплиной, у тебя нет дисциплины, потому что ты ее не тренировал, она тренируется. И она тренируется морально через физику. И наоборот. Поэтому теннису можно сказать спасибо за воспитание личности.